Привет, друзья! Вы на канале Heart Inside You, месте, где раскрываются удивительные истории, редкие факты и необычные судьбы. Существует множество служебных и охранных пород собак, но среди них есть две, которые выделяются на фоне остальных. Не потому, что они редки или декоративны, а потому, что их сформировала не селекция, а сама природа. Это кавказская овчарка и среднеазиатская овчарка, известная также как алабай. Две древнейшие породы, появившиеся в регионах, где выживание навсегда было вызовом. Их история не история выставок, а история борьбы, климата и инстинкта. История происхождения. Обе породы относятся к группе аборигенных волкодавов Евразии, но их пути развития разошлись тысячи лет назад. Среднеазиатская овчарка считается одной из старейших пород на планете. Останки собак, сходных по строению с алабаями, обнаружены на территории современного Туркменистана и Узбекистана. Возраст находок около 4-5 тысяч лет до нашей эры. Это значит, что алабаи формировались еще до появления Древнего Египта и шумерской цивилизации. Алабай – прямой потомок древних пастушьих и боевых собак Месопотамии, использовавшихся для охраны каравана и защиты скота от хищников. Упоминания о крупных собаках из Азии встречаются даже у Геродота, а изображения похожих животных находят в ассирийских барельефах. Кавказская овчарка имеет другую линию происхождения. Она сформировалась на Кавказе, регионе с огромным разнообразием климата и рельефа. Здесь собаки веками адаптировались к жизни в горах, к холоду, ветрам, перепадам высот и встречам с крупными хищниками. Генетические исследования показывают, что кавказская овчарка имеет общее происхождение с древними молоссами, огромными собаками, сопровождавшими кочевые народы с северных степей Евразии. Но в отличие от них, кавказцы формировались естественным отбором. Без участия человека выживали только сильнейшие, умнейшие и самые устойчивые к климату животные. Алабай распространился по территории от Каспийского моря до Памира. Эта обширная зона включает современный Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Иран и Афганистан. Главная функция – охрана скота и жилья от волков, шакалов и людей. Кавказская овчарка занимала западную часть ареала от Черного моря до Каспийского, включая Грузию, Армению, Азербайджан и Северный Кавказ. Ее основная задача – защита стада от медведей, волков и леопардов на высоте 2-3 тысячи метров над уровнем моря. Кавказцы часто работали в одиночку, реагируя не на команды, а на ситуацию. Разница в среде обитания определила характер и телосложение обеих пород. Сравнение физических особенностей. Кавказская и среднеазиатская овчарки заметно различаются по строению и типу адаптации к своей среде. Кавказская овчарка формировалась в условиях гор, сурового, холодного и ветреного климата. Ее тело компактнее и плотнее, широкая грудная клетка, мощные лапы и густейшая шерсть с плотным подшерстком. Такое строение помогает сохранять тепло и устойчивость на склонах, где сильный ветер и мороз – привычное явление. Алабай, напротив, родом из степей Средней Азии. Он выше и более растянут по корпусу, с длинными конечностями, но более легким и мускулистым телом. Его шерсть не такая длинная, как у кавказца, но плотная и надежно защищает и от жары, и от холода, что особенно важно при резких суточных изменениях температуры, от отрицательных температур ночью до изнуряющей дневной жары. Рост взрослой кавказской овчарки обычно до 75 см, вес до 100 кг. Окрас может быть самым разнообразным, от светло-песочного до серого и почти черного. Алабай в среднем крупнее, до 80 см, вес около 80 кг, а иногда достигает и 100. Окрас
однотонный, белый, песочный, серый, черный или комбинированные варианты. Кавказец – массивная, тяжелая сила, способная выдерживать длительные морозы до минус 35 градусов. Алабай – более мобильный и приспособленный к длительным переходам. Легко переносит жару до плюс 45. Таким образом, кавказская овчарка – это защитник гор, физически приспособленный к холоду, камням и высоте. Алабай – страж степей, созданный для движения, ветра и простора. Две разные среды сформировали два разных типа силы. У кавказца – сила устойчивости, у алабая – сила выносливости. Сила укуса кавказской и среднеазиатской овчарки может достигать до 700 фунтов на квадратный дюйм. Официальных замеров нет, но даже эти цифры демонстрируют выдающиеся физические способности обеих пород. Сегодня можно найти множество видеозаписей, где местные жители регионов обитания этих пород демонстрируют силу алабаев и кавказских овчарок в различных состязаниях. На протяжении веков именно такие испытания способствовали естественному отбору. Для размножения выбирались самые сильные, выносливые и смелые собаки, что формировало их выдающиеся физические качества. К породам, родственным кавказской и среднеазиатской овчаркам, относятся армянский волкодав-гампор, грузинская овчарка нагази, волкодавы из Турции, анатолийская овчарка кангал, карская овчарка ризи и анатолийский лев аксарай малакласы. Все они принадлежат к единой группе – кавказско-анатолийско-среднеазиатских пастушьих собак, имеющих общие древние корни и схожие качества защитников стад. Друзья, вы, наверное, заметили, что в некоторых моментах ролика мы видим иллюстрации собак. На самом деле эти рисунки созданы автором ролика. Каждая иллюстрация выполнена в векторном формате, который вы сейчас видите на экране. В портфолио автора собраны более 500 пород собак и 100 пород кошек и других животных. Эти работы используют для принтов, иллюстраций, рекламы и других проектов. Если хотите поближе познакомиться с этими работами или приобрести что-то для себя, переходите по ссылкам в описании. А если вдруг не нашли какую-либо породу, напишите в комментариях или на электронную почту автора, и мы обязательно добавим ее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем нашу историю. Впереди еще много удивительных открытий. Характер. Кавказская овчарка – территориальный защитник. Она охраняет конкретное место и всех, кто в нем живет. Алабай – патрульная собака. Он привык к постоянным переходам, движению, изменению территории. Кавказская овчарка действует на инстинктах и умеет самостоятельно принимать решения. В отличие от многих пород, кавказец не нуждается в командах. Он оценивает угрозу сам. Довольно интересной чертой кавказских овчарок является их излишняя самоуверенность и привычка надеяться только на себя. Охраняя стадо или территорию, собака не всегда поднимает тревогу голосом, а действует из засады, стараясь сам справиться с угрозой собственными силами, будь то человек или зверь. В наше время это может привести к отрицательным последствиям, особенно учитывая современные методы нейтрализации и вторжения, которые не являются природными для собаки. Тем не менее, по-человечески это очень сильный и достойный характер. Подобное качество присуще и алабаю, хотя многое зависит от индивидуальных особенностей каждой собаки. В животном мире волк – прирожденный убийца, умный, хитрый, выносливый и безжалостный. Неудивительно, что большинство собак испытывает к волку генетически обусловленный страх. Почти любая собака, почуяв запах волка, прячется в самый дальний угол, поджимая хвост. Однако это не касается ни кавказской овчарки, ни алабая. Эти породы лишены такого страха, что делает их поистине уникальными среди собак. Многие породы могут быть физически сильнее волка. Но именно отсутствие страха
позволяет кавказской овчарке и алабаю эффективно защищать стадо. Кавказская овчарка, учитывая свое территориальное обитание, нередко сталкивалась не только с волками, но и с медведями и леопардами. Однако до середины XX века кавказский леопард исчез из этих регионов, что положило конец подобным столкновениям. Обе породы не относятся к типичным исполнителям команд, их интеллект аналитический. Они не выполняют приказ вслепую, а проверяют, стоит ли это делать. В этологии это называется самостоятельный тип поведения, редкий для домашних собак. Интересные факты. Кавказская овчарка может не реагировать на команды «фас» или «ко мне», если считает, что они не соответствуют реальной угрозе. Она действует не из страха, а из расчета. В 1920-х годах кавказцев и алабаев массово отлавливали в горах и степях для нужд Красной армии. Из сотен собак отбирали лишь единицы, способные пройти испытания на агрессию, устойчивость и интеллект. Кавказская овчарка и алабай способны запомнить запах человека и его походку на десятилетия. В пограничных войсках были случаи, когда собака спустя 8 лет распознала нарушителя, с которым когда-то уже сталкивалась. В экспериментах военных кинологов в 1970-х кавказская овчарка демонстрировала уровень долговременной памяти, превосходящий немецкую овчарку почти в 2 раза. В Туркменистане ежегодно отмечается официальный день алабая. У породы также есть памятник в Ашхабаде. Чистокровные щенки алабая, так же как и лошади ахалтекинской породы, считаются национальным достоянием и даже запрещены к вывозу из страны. Алабай способен сутки идти за стадом без отдыха, сохраняя энергию и концентрацию. Отмечены случаи, когда собака пробегала более 50 километров в день в условиях жары. Кавказская овчарка не гонит волка. Она блокирует его путь, вставая грудью и заставляя атаковать в лоб. При этом шерсть на шее образует воротник, защищающий шею от укусов, естественная броня. У этих пород высокий болевой порог. Даже серьезно раненая собака может продолжать бой или охрану, не проявляя признаков слабости. После Второй мировой войны в 50-х годах в СССР для патрульной и сторожевой службы были выведены 2 породы – московская сторожевая собака и московский водолаз. Московская сторожевая появилась в результате скрещивания Сен-Бернара и кавказской овчарки. От кавказской овчарки она унаследовала выдающиеся охранные качества – крепкое здоровье и выносливость, а от Сен-Бернара – доброжелательный характер и высокую обучаемость. Московский водолаз создавался путем скрещивания Ньюфаундленда, немецкой и кавказской овчарок, для получения крупной и мощной собаки. Обе породы не получили официального признания и использовались преимущественно как рабочие собаки для охраны и службы в холодном климате. И кавказская овчарка, и алабай не переносят грубости. Они признают только сильного, но спокойного человека. Им не нужен хозяин-дрессировщик. Им нужен партнер и лидер. В семье эти собаки могут быть спокойными и уравновешенными, но их охранный инстинкт не исчезает никогда. Любой незнакомец воспринимается как потенциальная угроза, пока собака не убедится в обратном. Иногда кавказскую овчарку и алабая ошибочно считают чрезмерно агрессивными и опасными. Но это не так. При правильном воспитании, ранней социализации и справедливом, добром отношении собака станет надежным другом, абсолютно безопасным и преданным. А ведь действительно каждый из нас мог наблюдать ситуацию, когда даже маленькая собака в семье с детьми проявляет агрессию или наносит непреднамеренный ущерб. Причина здесь не в породе, а в неправильном воспитании и отсутствии должного внимания со стороны человека. Кавказская овчарка и алабай – потомки столетий испытаний суровой природы. Их характер формировался в горах и степях, под жарким солнцем и среди снежных бурь, где каждый день проверял силу, разум и стойкость. Эти собаки научились быть смелыми и храбрыми, не испытывая страха перед опасными хищниками.
Они не просто охраняют, они стоят на страже жизни, уважая человека, но сохраняя свою свободу и достоинство. Смотреть на такую собаку значит видеть живую историю, силу, выдержку и мудрость веков, заключенные в одном взгляде и в каждом движении. Если вам понравилось это видео, если вы хотите узнавать еще больше необычных фактов и удивительных историй, подписывайтесь на канал Heart Inside You, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. О какой породе собак вы бы хотели увидеть следующее видео? Напишите в комментарии «Спасибо, что были с нами». До новых встреч!